10 забавных случаев, когда звезды кей-поп оказывались в выпусках новостей. Далеко не каждый день мы видим своих кумиров в обычных вечерних новостях. Однако эти 10 историй подтверждают, айдолы могут возникнуть в кадре совершенно внезапно, подарив зрителям повод для искренней улыбки. Мы собрали самые курьезные моменты, когда корейские артисты неожиданно для всех становились героями репортажей, превращая серьезные эфиры в настоящее шоу. Открывает наш список Санчан. Все началось с того, что парень решил на прямой трансляции попробовать то самое вирусное дубайское шоколадное печенье. Казалось бы, обычный эфир для фанатов, но не тут-то было. Один из крупных телеканалов взял скриншот из этого стрима, чтобы наглядно показать, как сильно люди помешались на этом десерте. Но самое комичное, что этот кадр стал настоящим мемом у телевизионщиков. Прошло уже много времени, а разные новости до сих пор используют лицо Санчана, когда нужно рассказать о сладостях. Похоже, он невольно стал официальным лицом шоколадного печенья на корейском телевидении. Переходим ко второму случаю, который до сих пор вызывает массу вопросов и смеха. Это произошло в один из тех максимально спокойных дней, когда в мире не случалось вообще ничего важного. Видимо, поэтому редакторы новостей решили, что самое время показать на всю страну, как Ви из группы BTS задорно шлепает тапком по ноге другого участника. Выглядело это максимально абсурдно и мило. Пока дикторы с серьезными лицами обсуждали повестку дня, на фоне разыгрывалась эта тапочная драма. Настоящий шедевр новостной журналистики. На третьем месте у нас момент, который идеально описывает чувство юмора легендарного табло. Во время одного интервью журналист задал ему довольно стандартный, возвышенный вопрос: какими артистами вы бы хотели остаться в памяти людей в будущем? Ответ табло был настолько честным и самоироничным, что мгновенно стал хитом. Он просто сказал: «Я вообще надеюсь, что нас хоть как-нибудь запомнят». Эта искренность так развеселила всех в студии, что фрагмент моментально разлетелся по новостным пабликам и соцсетям. Иногда простота – это и есть лучший пиар. На четвертом месте у нас ситуация, которая доказывает, для Джина из группы BTS не существует слишком авторитетных личностей. При всем глубоком уважении к бывшему президенту Мун Дже Ину, у Джина были свои приоритеты. В какой-то момент артист просто подошел и совершенно невозмутимо забрал свою ручку прямо из рук главы государства. Этот эпизод попал во все новостные сводки как пример невероятного самообладания. Пока окружающие терялись от важности момента, Джин лишний раз подтвердил, его практически невозможно смутить. Скорее он сам заставит любого чувствовать себя неловко своей обезоруживающей уверенностью. На пятой строчке нашего списка расположился момент, который стал возможен только благодаря невероятной находчивости фанатов. В один прекрасный день обычный телеэфир превратился в праздничную открытку. На экране внезапно появились поздравления для Чимина, Мин Юнги, Намджуна и Феликса. Но самое комичное в этой ситуации – это подбор фотографий. Поклонники выбрали настолько специфические кадры, что даже у ведущих в студии лица стали крайне подозрительными. Зрители просто не могли сдержать смех, наблюдая, как на серьезном канале мелькают забавные лица айдолов под торжественную музыку. Вот что значит сила фанатской любви. На шестом месте у нас ветеран кей-попа Пак Джун Хин из группы Джоди. Он в очередной раз доказал, что любой конфуз можно превратить в шоу. Во время эфира артист встал со стула, чтобы поправить брюки, и вдруг заметил, что его галстук сильно перекосился. Вместо того, чтобы судорожно его поправлять, Джун Хин просто отстегнул его одним движением. Оказалось, что это был галстук на обычной застежке. Эта непосредственность так разрядила обстановку, что момент моментально стал вирусным. Вот что значит опыт и полное отсутствие комплексов. На седьмом месте у нас снова неподражаемый Пак Джун Хин, и этот новостной сюжет превратился в настоящий балаган, в самом лучшем смысле слова. Прямо во время интервью артист начал увлеченно рассказывать историю о вредном скрипучем стуле. Но на словах он не остановился. Чтобы доказать свою правоту, он принялся демонстративно елозить и специально скрипеть сиденьем прямо в микрофон, проверяя, на месте ли звук.
Ведущим оставалось только наблюдать за этим абсурдом, пока зрители по всей стране надрывали животы от смеха. На 8-м месте у нас случай, когда музыка и метеорология слились воедино. Представьте, вы включаете телевизор, чтобы узнать, брать ли с собой зонтик, и вдруг слышите знакомый мотив. Один из синоптиков решил креативно подойти к своей работе и неожиданно вставил строчки из трека группы Кортис под названием «Go» прямо в прогноз погоды. Видимо, парень так сильно вдохновился песней, что решил процитировать ее на всю страну. Это был тот редкий случай, когда зрители смотрели новости о погоде не ради цифр на термометре, а ради любимого хита. А вот тут произошло настоящее слияние миров. Когда фильм «Кей-поп охотница на демонов» гремел из каждого утюга, синоптик по имени Адам решил, что рассказывать об осадках просто так – это прошлый век. Он взял и вплел строчки из саундтрека прямо в свой метеорологический отчет. Зрители, которые настраивались на скучные разговоры о ветре, внезапно поняли, что их ведущий в теме. Это было настолько неожиданно и круто, что отрывок с Адамом стал популярнее, чем сам прогноз. Вот что бывает, когда новости ведут настоящие фанаты. И напоследок, настоящий сюрприз для тех, кто привык видеть Heaven из группы NMIXX только на сцене. Представьте шок обычных зрителей, когда утром вместо привычного метеоролога они увидели любимую звезду. Обычно Heaven сияет в лучах софитов в своем жизнерадостном и милом образе, но здесь ей пришлось нацепить маску серьезности и сосредоточенности. Она так безупречно и профессионально оттратарила прогноз погоды, что многие даже не сразу поняли, перед ними мировая знаменитость, а не профессиональная ведущая новостей. Получилось настолько органично, что фанаты теперь всерьез гадают, не сменит ли она микрофон на карту циклонов в будущем. На этом наш список подошел к концу. Эти 10 историй еще раз доказали, что кей-поп-звезды способны украсить собой любой, даже самый серьезный новостной эфир. Будь то случайный кадр с печеньем или профессиональный прогноз погоды, их появление всегда дарит нам повод для улыбки. Обязательно напишите в комментариях, какой момент рассмешил вас больше всего. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и до встречи в новых видео.